как всегда, чуть свет уж на ногах, я в ваших ногах. Утро доброе. Утро доброе, утро раннее. Пробираемся к рассвету. В темноте. Вот чуть светлее дело обстоит. Мы уже столько козьих троп проехали сейчас по темноте. Мы всегда бежим. У нас такая судьба. Судьба бежать за рассветами и закатами, да. Хайкинг, на который мы не рассчитывали с утра пораньше, у нас случился, да. Потому что нас немного подвели навигаторы, которые сказали нам, что мы можем доехать до самой верхней точки на машине. А оказалось, что не можем доехать. И мы бы, конечно, вышли заранее тогда. Если бы знали, что еще нужно будет вверх тащиться пешком. Фух. Ну, красивый хайкинг, надо сказать. Смотри, как здесь симпатично и очень вкусно пахнет. То ли цветами, то ли деревьями. Какими-то птички поют. Такая обычная история у нас. Гонка за рассветами. Пожалуйста, можно здесь уже будет этот пик? Как это красиво. Обалдеть. Как его четко здесь видно. Остров Итейде. Остров Тенерифе и Тейде. Облака где-то там внизу остались. Волшебство, да? Угу. Всегда какое-то волшебство. И луну еще видно, и солнце встает. Да. А у нас здесь прямо над солнцем. А там как красиво. Мои рассветы, это, конечно, такая прям многолетняя история. Рассветы, самые красивые рассветы требуют всегда какой-то физической подготовки. За ними обычно нужно бежать, как и за закатами, кстати, тоже. Хотели сегодня встретить чуть повыше еще рассвет, но до туда бежать еще полкилометра, поэтому решили остаться здесь, посмотреть восход солнца над Тенерифе, над вулканом Тейде, а потом уже подняться повыше, потому что точка есть еще выше. Ну, и мы, кстати, не уверены, что там будет такой же роскошный вид, вот именно на рассветное вот это вот все. Поэтому мы сейчас здесь, а потом пойдем еще прогуляемся. Очень красиво. Уходит. Красиво. Такие переходы. Небо красивое, да? И тут никого. Да. Вообще никого. Вообще никого. Только мы. Только птички еще И птички. с нами. Птички, облака, ветерок с океана и красивущий рассвет. Небо окрашивается красивыми утренними цветами. Тебе очень идет рассвет на Лагомере. И тебе тоже. Очень красиво. Привет, солнце. Привет, привет. И все начинает освещаться. Начинается новый день. Я не знаю, можно ли устать от рассветов. Можно ли перестать этим восхищаться и испытывать какое-то каждый раз такое, я не знаю, переполняющее тебя чувство, когда ты видишь рассвет в каком-то таком невероятно красивом месте. Да это на самом деле любой рассвет. Когда ты видишь какие-то эмоции такие особые внутри. И вот мы как-то говорили, что волшебнее, рассветы или закаты. Закаты могут быть сумасшедше красивыми, но мне кажется, именно в рассветах есть какое-то настоящее волшебство. Во-первых, потому что они малодоступны, потому что, ну что уж говорить, мы чаще спим в момент рассветов, или за ними нужно куда-то ехать, чтобы это увидеть. Вот эту вот всю красоту. Ну и, наверное,
в рассветах вот это вот волшебство, связанное с тем, что солнце возвращается, а солнце — это жизнь. Спасибо, солнце, что с нами. Красиво. Красиво сказал. Старался. Мне кажется, что это один из самых наших красивых рассветов в жизни. И Тейде, вершина, придает ему какое-то особое величие и значимость. Так красиво, роса серебрится в лучах рассвета. Невозможно оторваться. Я не могу. Мне кажется, что с каждой секунды кадр меняется, и я то туда, и вот это вот и роса, и солнце, и Тейде, и мы, и облака вот эти вот сползающие с гор, и мы где-то над облаками, и над нами облака. Как же здесь красиво. Ла Гомера, прям остров исполнения желаний. Да? Угу. Поэтому чем-то похож на Мадейру, да? Просто попроси. Да. Мы живем рядом, оказалось, вчера. Когда заселились, я посмотрел, что до рассвета ехать совсем чуть-чуть. Ну, мы не знали, что еще придется бежать. Не чуть-чуть. Но рядом. И это так прекрасно. Пойдем еще выше. Отрываемся отсюда. И воздух здесь такой прям чистый-чистый. Ну, не то чтобы он везде грязный здесь, но на высоте какой-то особенно. Чувствуется, вдыхаешь полной груди. Вот эти вот все растения еще здесь. Да. Свежо. Да. Хорошо. Рассвет вроде встретили, а хайкинг все еще продолжается у нас. Не в обратную сторону. Нет, все еще туда. Все выше и выше. Пришли. Мы сейчас находимся на высоте 1487 метров. Встретила нас здесь дымка из облака. Облако здесь тоже встречает рассвет. Облако тут тоже встречал рассвет, поэтому хорошо, что мы остановились чуть ниже. Нет, мне кажется, выше ты не стал. Это там отметка, что здесь 1487. Там отметка, что здесь выше. Не, ну ты, получается, вот так вот я трогаю высоту 1489 практически метров. Если я... А если я тебе залезу на плечи, то тоже я буду на самой-самой высокой точке. Залезай. Здесь открывается вид сразу на несколько островов. Вот там Ла-Пальма, там Эль-Гьера. И где-то даже видна Гран-Канария должна быть, но мы ее, скорее всего, не увидим, потому что посмотрите, что происходит. С Тенерифе прилетело облако, оно нас увидело с Тенерифе. И такое, я же к ним прикреплено было. Ну что ты будешь делать, а? Ты посмотри. Такая картина нам знакома. Хотел я вот так вот обойти вокруг, показать вам вид во все стороны. Но облако решило иначе. Но я все равно пройду вокруг. Смотри, вообще все меньше и меньше чего-то видно. Ла-Пальма уже тоже где-то в дымке. Прикольно, что здесь, опять же, кроме нас, только еще один человек. Который пришел сюда пешком. Который пришел сюда пешком, мы его встречали, да, 2 раза. С фонариком в темноте. Ну что уж прямо скажем, почему-то на Канарах мы в принципе мало людей встречали на рассветах. И на Гран-Канарии, и на Тенерифе тоже. 2 человека всегда. Да. Как-то сюда люди, видимо, за другим приезжают. Ну, точнее, за чем-то совсем другим. Рассветы мало кому интересны. А нам очень. По дороге с облаками, по дороге с облаками, по дороге с облаками. Возвращаемся на завтрак. На завтрак, да? Прям реально, да, опять в облаке. Что такое? Почему оно Он упало? говорит, что типа разогревается земля, пар поднимается вверх, поэтому облака поднимаются, когда солнце всходит. Ага. Но все равно это очень красиво. Так даже загадочно по такому облачно-туманному лесу. Ой, здесь все капит с деревьев. Пахнет очень вкусно здесь. Даже не могу понять чем. Это и не хвоя. Завтраком.
Завтраком пахнет, да, до сюда доносится. Ну как же красиво вот этот вот туманчик создает какое-то такое прям сказочное, да, ощущение. Сейчас тетя Валя вылезет из-за куста. В гостях у сказки, помнишь песню? Прям вообще, мы шли, совсем другие картины здесь были. Здесь можно музыку какую-нибудь будет сделать. Прогулку по туманному лесу какую-нибудь такую. Сейчас кикимора какая-нибудь вылезет. Хочешь побыть кикиморой? Вылезти. Чего? Хочешь побыть кикиморой? Вылезти. Какие-то силуэты такие гор. Где-то там в дымке. Маленький остров, а столько всего разного. Да, мы уже увидели. И океан, в котором купались. И океан, в котором не купались. И городки какие-то такие сяки, поменьше, покрупнее. Ой. И папоротники, и лавровые леса видели, и хвойные леса видели, и скалы такие сяки. Какой-то такой он очень, очень разный, Лагомера. Как и все острова, в принципе. Они разные, в разных своих каких-то частях. Кто-то мне там в Инстаграме, например, написал, что была 3 раза на Гран-Канарии. У вас там все время в Лас-Пальмас дождь. Была там 3 раза, и все время типа облако. Все время в облаке. Ничего хорошего, сыро, дождь. А мы там вообще, например, не видели. На Ла-Пальме не на Гран-Канарии, на Ла-Пальме тоже мы не попадали в облако. А вот на Тенерифе мы с ним сроднились. Как по-разному у всех восприятие, да? В зависимости от погоды. Мы можем сказать, что нам, наверное, с погодой даже повезло в этой поездке. Несмотря на какие-то казусы в виде Тенерифе, но даже там, в принципе, каждый день были какие-то, где-то нужна была даже туманная погода, как в лавровых лесах. Туманная, мокрая. Мы даже там купались 1 раз. Даже, да. Радуга из облаков. А вроде как и не радуга, да? Ну посмотри. Мы ночную видели. Мы ночную видели. Вокруг солнца тоже Облачная. видели круг. А это прям из облаков, да, образовалось? Ничего себе, круто как. Это она немножечко радужится. Ну да, я увидел сначала, что она радужится, но она такая, как будто бы просто облака. И облака такие идут. Ага. Класс. Прикольно. Прям реально радуга из облаков. Очередной повод сказать невероятно. Каких только невероятностей мы уже не видели. Класс. Прикольно. Здесь солнце и облака нет. И четко-четко виден снова Тейде и остров Тенерифе. А я надел сегодня постиранную толстовку, чистую абсолютно. И уже угваздал ее, пока снимал росу на деревьях. Вот же. Какие деревья все скрюченные. Пахнет вкусно, да. Мы не можем понять, чем это пахнет. Очень вкусно. Ну, она какая-то ароматная свежесть. Мы такого запаха еще не знаем. Как красиво здесь. Может быть, это лавровые листы, правда, и тут много. Здесь много лавровых деревьев, да, потому что в этом парке Гаргауне очень много лавров. Так вот здесь надо сфотографировать срочно. Эту красоту. Вот так вот оно всегда и происходит. Это называется хайкинг с остановками. Частыми. Пойдем. Невозможно не останавливаться, когда так красиво. Волшебно же. У нас получилось, мы рассвет встретили. Мы на самую высокую точку поднялись. И что это называется? По лавровым лесам погуляли. Здесь лавровые, в перемешку с нелавровым. Мы погуляли.
Сейчас остается только Позавтракать. восполнить, да, запас энергии вкусным завтраком. Чуть подупотел. Вот мы вот здесь. Вот горячая точка. Живем вот здесь. Сейчас нам надо... Красные, желтые, фиолетовые. Это все хайкинговые тропы. Прикинь, вот если обойти остров вокруг. Вот так вот, а? Встретили прикольного чувака, который как раз здесь только хайкает с палаткой, обходя весь остров Лагомера. И он тоже из Канады, из Мускоки. Прикольно. Где-то единственный человек, который был на вершине, оказался тоже из Канады. И тоже за рассветом пришел. Но мы решили по дороге, что завтрак может немного и подождать, и заехали на еще одну смотровую площадку. Я говорю, здесь их просто миллион. И на этой смотровой площадке расположилась такая маленькая церквушка. Церковь над облаками. Круто. И ветер откуда ни возьмись. Такой прям сильный. Красиво, да. Шумят иголками, сосны здесь стоят. Ух, поддувает так конкретно. Зачем? Главное дело. Но надо сказать, что ветер Лагомеры гораздо приятнее, чем тот, который ждет нас в Канаде. Холодный, зимний. Вернулись в свой прекраснейший отель, бар-ресторан отель Соня, Чипуде. Здесь как-то подозрительно тихо. Хочешь, чтобы здесь было? Живем мы, кстати, тоже над облаками. И вот такой вот вид открывается с нашего балкончика в этом отеле. Добрались до завтрака. У нас здесь ассортимент: бананы, арбузы, багеты, сыры, ветчины и мы. Приятного аппетита! Ты перечислил главную всю еду, а потом нас. Нас не надо есть. А здесь еще яичница подоспела. И кофе здесь вкусный, правильный. А еще можно даже без кофеина. Тому, кто предпочитает без кофеина. Да? Я вообще очень рад завтраку этому. Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий по поводу этого отеля, потому что на фотографиях в букинге он выглядит так себе. А оказалось, что прям очень все здорово. И завтрак какой-то скучный. И вид у меня там такой бутылочный. Все как мы Для меня любим. не пьющего, да, как раз то, что надо. Я прям очень доволен. И кофе, и фрукты, сыры, ветчины, причем много. Много. И нарезаны нормальным количеством. Багет, масло, джемы, яйца, йогурты, все есть. Сок. За вас, за нас, за то, что все. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну что, у нас опять планов громадье. Встать бы из-за этого стола. Обожрались. Елись. Но продолжаем Продолжаем есть, да. Классический случай. Спасибо этому дому. Мы поехали к другому. Да, точно. Извините. Поехали. Будь здоров. Я считаю, что то, что мы увидели сегодня в Тенерифе, так отчетливо, это вовсе не повод нам сюда облака поставлять. Что за безобразие такая? А? Кто просил, кто заказывал?